Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали. Итак, господа, а вы знаете, кто один из самых известных отморозков животного мира? Только наш сегодняшний гость, медоед, способен вести схватку 1 против 6 львов. Есть королевских кобр и периодически в перерывах на обед драться с леопардами. Медоед, он же лысый барсук, он же ротель, имеет настолько сильную иммунную систему, что даже после смертельного укуса ядовитой змеи он просто засыпает, а проснувшись, дальше продолжает есть эту же кобру. А как вы думали? Это вам не хухры-мухры. Самой известной чертой медоеда является не только его неуязвимость, но и бесстрашие. Он, внимание, занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый бесстрашный зверь, за что его часто называют два, казалось бы, простеньких качества – неуязвимость и бесстрашие позволяют ему атаковать не только змей и каких-то там пчел. Он всегда готов лицом к лицу встретиться с вараном, леопардом и львом. Когда дело доходит до схватки с более крупным противником, свободная плоть медоеда делает его юрким и жестким. Что это значит? Наш африканский бандит не так-то прост, как это кажется на первый взгляд. Вроде бы, при всей своей отвратительной репутации, медоед относительно небольшой зверек. Длина его тела редко превышает 70 сантиметров, а вес 15 килограмм. Высота животного около 30 сантиметров. Половой диморфизм присутствует, поэтому самки несколько меньше самцов. Хвост длиной не более 24 сантиметров. Медоед окрашен довольно необычно. Тело как бы разделено на две части – темный низ и светлый верх, который в летний период становится еще светлее. Живет он в пустынных ландшафтах Азии и Африки. В Азии они селятся преимущественно в самостоятельно вырытых норах, а в Африке нередко устраивают жилища в дуплах деревьев. Ну а теперь бросим на медоеда второй взгляд, более пристальный. У него действительно очень толстая, около 60 миллиметров, и эластичная кожа, которая является настолько жесткой, что, как было доказано, она почти невосприимчива к стрелам и копьям. Кожа медоеда может принять даже полноценный удар острого мачете. При этом кожа его не режется от начала до конца, а как бы поглощает удар. Фактически эта кожа помогает медоеду защититься от зубов любых хищников. Кроме того, толстая и очень жесткая кожа медоеда также является довольно свободной, что позволяет ему немного перемещаться в ее пределах. Это особенно помогает, когда он, например, подвергся нападению и оказался в когтях крупного хищника. Внимание, барабанная дробь. Он может извернуться в своей же коже и вцепиться своими длинными когтями и пастью с острейшими зубами в противника. Мало не покажется никому, поверьте на слово. Например, медведю, который схватил медоеда, стоит убить его мгновенно, что весьма и весьма трудно. Медоед может легко извиваться и злобно атаковать морду и глаза хищника. В конечном счете от такой встречи пострадают оба, и скорее всего больше всех медведь. В следующий раз хищник скорее всего дважды подумает, прежде чем атаковать другого медоеда. Кстати, на шкуре медоеда почти не существует небезопасного места, чтобы провести идеальный захват. Считается, что если вам удалось схватить медоеда, только непонятно зачем вам это надо, ну да ладно, за заднюю часть шеи и держать его в воздухе на расстоянии вытянутой руки, то это может быть безопасным относительно способом схватить и удерживать его. Ну, все это не точно, потому что найдется немного желающих проверить эту теорию
территорию собственноручно. Наряду с острыми зубами медоед также имеет невероятно мощные челюсти. Он может съесть любую часть своей добычи, в том числе и ее кости. Челюсти медоеда настолько сильны, что наш гость без проблем может поедать черепах вместе с их панцирем. Помимо того, что медоеды бесстрашные воины, они также невероятно умны. Они достаточно наблюдательны и используют множество вариантов охоты для того, чтобы поймать свою добычу. Кроме того, у них есть даже собственные агенты-наводчики, которые помогают им в поисках еды, но об этом немного позже. Кроме шкуры, зубов и силы духа, у нашего пацанчика есть анальный мешочек, из которого выделяется жидкость с невероятно сильным и вонючим запахом. Медоед использует эту вонь в качестве дополнительного способа защиты от таких крупных хищников, например, как львы. А еще один из способов, к которому прибегает медоед для атаки на более крупную добычу, является кастрация этого животного, после чего он просто ждет, пока животное ослабеет и истечет кровью. А теперь про змей и отравление полонием. Если наш медоед охотится на ядовитую змею, и она его как-то умудряется укусить, то наш гопник даже не подумает умирать. Через некоторое время после укуса змей, чья участь уже предначертана, медоед проснется, и хоть у него и немного опухло место укуса, убьет змею и спокойненько примется ею трапезничать. Так почему же ему плевать на укусы змей или даже рой пчел, спросите вы? Все дело в очень сильном иммунитете. Вот бы нам такой. Но даже не это главное. Медоед, также известный как лысый барсук, может, конечно, умереть от ядовитого укуса, но, как правило, выживает благодаря именно своей толстой и жесткой коже. Он способен охотиться на одну из самых смертоносных змей на земле – шумящую гадюку. Это смертельно, спросите вы? Чтобы вы понимали, ее яд разлагает человеческую плоть. Подобный укус у медоеда же вызывает лишь кратковременную кому, но вскоре он просыпается и возобновляет свою активность. Укус, который может разложить человеческое тело, ничего при этом не может сделать с кожей медоеда. Воистину, люди – это самые слабые животные планеты. Разве не так? А еще наш районный бандит получил свое смешное название потому, что одним из его любимых лакомств являются пчелиные личинки, которые находятся внутри пчелиного улья. Причем любит их медоед больше, чем сам мед. Вкус и энергия, которая может получить медоед от добытых личинок, стоит того, чтобы быть почти смертельно ужаленным. Однако медоеда данный факт никак не останавливает. Охотиться за личинками он как истинный маньяк. Бегает и выкапывает все, что только можно заполучить своими невероятно длинными когтями. Главный отморозок Африки даже не видит проблему в том, чтобы атаковать улья африканизированной медоносной пчелы. На секундочку, это известные всем пчелы-убийцы. Ну а в деле поиска этих вожделенных вкусняшек ему помогает наводчик. Одна небольшая птичка, называется медоуказчик. Как видно из ее названия, она находит пчелиные улья и указывает на них медоеду, чтобы он залез и разорил их. Эта птичка зазывает нашего лысого барсука специфическим свистом, перелетая с ветки на ветку, а хищник идет за ней по земле. Кстати, медоед передвигается рысцой, например, так же, как это делает и лошадь. Зачем такое сотрудничество нужно птичке? Просто чтобы тоже поесть наркоманских личинок с барского стола главного гопника животного мира. Несмотря на любовь медоеда к меду, его основной пищей все же являются животные. Скорее, медоед похож на росомаху или барсука. Кстати, в Африке его поэтому так и называют лысый барсук. Относится медоед к семейству куньих. Этот хищник обладает хорошим зрением, слухом и осязанием. Свою жертву он может почувствовать на глубине до полуметра под землей. Учуяв добычу, медоед быстро раскапывает своими лапами грунт и душит пойманного зверька. В поисках пищи он рыскает по всему своему участку, который они ревностно охраняют от своих же
сородичи. Самец медоеда обычно владеет площадью около 200 квадратных миль. У самок эта площадь меньше и составляет около 50 миль. Вдоволь награбив просторы планеты, медоед уходит на лёжку. Отдыхает он в норах, которые выкопал самостоятельно. Глубина этого бункера может достигать 3 метров. На его участке может быть более 5 таких нор. Кстати, выкопать нору медоед способен всего за несколько минут. Интересно то, что медоед никогда не отдыхает в одной норе. Он постоянно перемещается между своими квартирами. Каждый день новая хата. Нормально же, да? Как и большинство куньих, медоед ведет одиночный образ жизни. На поиски жертвы выходит, когда уже начинает смеркаться. Днем его можно увидеть только в прохладную погоду, ибо обычно на черном континенте жарковато. Встречаются эти пацанчики самыми красивыми чиками района только на время брачного периода. Бросив после вожделенного акта любви медоедшу в одиночестве вынашивать потомство. Медоед может, кстати, спариваться в течение всего года, однако предпочитает это делать в сентябре или октябре. Примерно через полгода после тусовок с гопниками у самочки появляется на свет от 1 до 3 детенышей. Первые 2 недели жизни они находятся в логове. Все время, пока им не исполнится 1 год. Детеныши проводят вместе с матерью. Самка настолько отважно защищает свое потомство от хищников, что даже такой монстр, как лев, старается не связываться с подобной психической яжематерью. Поэтому серьезных врагов у медоеда и медоедши просто-напросто нет. Кстати, в странах Индии и Саудовской Аравии сельские жители тоже считают медоеда отпетым вредителем, так как он часто режет домашнюю скотинку. К счастью, несмотря на нелюбовь человека к медоеду, его до сих пор нет в списке исчезающих видов. Вообще, образ жизни нашего симпатяги в дикой природе изучен довольно мало. Сведения о продолжительности жизни не являются точными или достаточно достоверными. Средняя продолжительность жизни нашего районного бандита около 25 лет. Ну и напоследок немного страшилок, а точнее историй о нападениях медоедов на людей. Во время британской оккупации в Ираке в 2007 году распространились слухи о медоедах-людоедах, угрожавших местному населению в ночное время. Сообщалось, что этих животных выпустили британские войска для устрашения местного населения, но англичане категорически это отрицают. В 2015 году мужчина после столкновения с медоедом в Ботсване погиб. Он пошел на поиски своего скота в кустарнике и наткнулся на бесстрашного медоеда. По-видимому, этот мужчина использовал стрелы для борьбы с этим гопником, на что, естественно, медоеду было начихать. Мы же помним, что этот лысый барсук непроницаем для простых стрел. Они только злят и бесят его еще больше. Так что, господа, не злите медоеда. Пусть он и дальше отжимает мобилки хоть у всей Африки. Россия лучше будет с ним дружить. У нас и своя росомаха есть, подружка, кстати, медоеда. Видео о ней тоже есть на нашем канале. А как вы думаете, чем продиктовано подобное бесстрашие медоеда, кроме его толстой кожи, естественно? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели это видео. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!